Всем привет и спасибо, что заглянули на мою любимую кухню. Дорогие друзья, сегодня я предлагаю для вас приготовить вафли. Вы знаете, мы уже делали творожные, сырные вафли, но сегодняшние вафли будут со шпинатом. Они очень вкусные, я их делала неоднократно, они у меня также есть в моем курсе как рецепт перезагрузки. И опять же я его повторю, и он будет в отдельном видео на этом канале. Вафли очень полезные, очень вкусные и делаются, как всегда, буквально за 5 минут. Все зависит еще, конечно же, от температуры вашей вафельницы. И если вам это интересно, давайте приступим к их приготовлению. За мной. Для наших вафель со шпинатом нам понадобится 4 столовые ложки овсянки. Она у меня грубая, видите, такая, будет как цельнозерновая. 4 шарика шпината, у меня был замороженный, поэтому он в шариках. 2 яйца, буквально четвертиночка порошка для запечения, для разрыхлителя называется, и немножко соли. Теперь мы с вами должны все эти ингредиенты смешать в блендере. У меня он сегодня вот такой вот маленький. Сейчас мы с вами все это смешаем, взобьем и будем выпекать наши вафли. Полезные, вкусные и красивые. Теперь сюда же яйца отправляем. Все просто, быстро. И порошок, разрыхлитель и немножечко соли. Закрываем наш блендер и будем немножко с вами шуметь. Все, пару минуток, у нас с вами получилось вот такой вот консистенции теста. Сейчас мы с вами включаем вафельницу и будем выпекать наши вафли. Так выглядит наше тесто. Видите, как на блинчике такой консистенции, да, на оладушки. Вафельница разогревается, она уже, наверное, разогрелась. Так вот. Теперь мы нашу вафельницу смажем немножко маслицем, чтобы ничего у нас не пригорало. Так. С двух сторон нужно, снизу, сверху. И все, начинаем. Все просто, как всегда, и очень все быстро. Кладем тесто. Я не хочу их делать большими такими. Или можно попробовать. Давайте сделаем их побольше, потому что всего лишь будет только 2. Зачем еще растягивать удовольствие? Как раз хватит и мне, и моему мужу. Вот такие вот они получились. Сейчас еще их распределим. И будем запекать. Так все просто. Закрываем вафельницу и печем вафли. Ну вот, пока пеклись наши вафли, я поджарила яйцо. 1 помидорчик черри, который я разрезала пополам, и присыпала его базиликом. И теперь будем украшать нашу тарелку. Такой завтрак у меня сегодня будет. Так это выглядит. Наши вафли со шпинатом, яйцо и 1 помидорчик черри. Также маленький стаканчик водички теплой, которую я выпью до того, как начну кушать. И, конечно же, чашка любимого эспрессо. Приятного всем аппетита! Как я вам и обещала, показываю наш результат. Из того объема теста, которое у нас с вами было, у меня получилось, как я и предполагала, 4 вафли. Смотрите, они получаются вот такие вот пухленькие, мягенькие, пахнут очень хорошо за счет шпината. И эти вафли вы можете
легко подавать и красиво на завтрак, например, с яичницей глазуньей. Можно также поджарить пару ломтиков бекона, и тоже будет супер хорошо. Вы не поправитесь от 2 слайсов бекона и от такой вафли. Яичницы, естественно. Также многие мои ученики берут такие вафли, как перекус. Можете даже положить кусочек грудинки куриной там, или какое мяско, которое у вас осталось со вчера, и у вас будет полноценный ланч. Можете сделать какой-то, я не знаю, творожный крем с чесночком, и это тоже ну, будет таким дополнением пикантным к этим вафлям. Так что, дорогие мои, не бойтесь, экспериментируйте, готовьте и кушайте вкусно и красиво. Не бойтесь еды, но и не забывайте о том, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Дорогие мои, большое спасибо, что были сегодня со мной. Пишите, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, делитесь моими рецептами со своими друзьями и близкими. И спасибо за то, что вы у меня есть. До новых встреч. С вами была любящая вас Виктория. Пока!